Ну что, друзья, всех приветствую. Снова у меня на канале. И видео начнется у нас со стояночки Трек-Стоп 38, раннее утро. Байкал, так сказать, пар идет он от Байкала. Вдалеке, если вам видно, но, наверное, вряд ли видно. Хотя, может быть. Вот, сейчас потихонечку едем. Так сказать, немножко прогреем колесики. И подниматься туда, на Култук. Вот. Со мной в паре едет Семен. Это наш общий знакомый там. Просто вчера чисто случайно вам снимал. Ну, предыдущей серии, так сказать, у вас. Когда на сопках снимал там эти священное место-то горы там. Вольвочка проехала, сигналила. Он думал, его снимают, а потом оказалось, что и он узнал меня и давай сигналить. Вот. И потом там через знакомого связались, номерами, так сказать, обменялись и созвонились. Вот вместе от Улан-Удэ дошагали до Слюдянки здесь, и я стал ночевать. Он туманчик такой, испарение от Байкала. И все, как бы сейчас тоже вчера чайку попили, посидели, пообщались. Легли спать, сейчас проснулись, вот, и получается будем выдвигаться. Выдвинулись уже на этот, чтобы по утру, пока машин мало, пройти все эти горки, перевалы, так сказать, по-спокойному. Без всяких. Вот, как-то так вот. Кстати, ребят, хочу вам поставить запись одну. Сейчас найду я ее, включу все. Мне ее прислали и как раз перед Новым годом. Блин, честно, она меня так как-то взбодрила, порадовала. Прям, ну, как бы хорошо порадовала. Сейчас включу я вам ее, и вы тоже послушайте. Сейчас. Эту рифму накидал не обессудьте. Своих коллег хочу поздравить от души. Предпраздничное настроение сейчас испытывают люди, но настроения нет у тех, кто сейчас в пути. Во благо нашего народа они подарки тащат по горам, рискуя мерзнуть, где все в руках у Бога. Скучая по еде домашней, по семье, по бане, да по родным местам. Они не ноют там, где это можно. Они молча едут в горизонт. Они вынуждены труд любить свой честный, сложный, но понимая, что их дом далек. Профессий много, и каждая профессия по-своему трудна. Сидишь ты в офисе или погоны носишь, но ты в кругу семьи, бокалы пьешь до дна и говоришь друзьям, что жизнь ты не вывозишь. Не объяснить ту суть, когда больше 200 тысяч км за год ты получаешь в месяц белый 40 в рублях, зато ответственность на сотни миллионов. Не объяснить, да и не надо объяснять. Наш дальнобой, я хочу вам пожелать домой живыми возвращаться, домой звонить почаще, просто чаще отдыхать. И на дороге без изжоги вам питаться. Здоровья крепкого, да и моральной силы, достатка вам, и чтоб задуманное все сбылось, чтоб без поломок мужики и стороной мимо вас бандиты. Дорог хороших вам, удачи, да и по кайфу, чтоб жилось. Вот такие вот, ребят, слова мне такую запись прислали. Честно, она меня как-то прям, ну, очень, ну, в душу так закралась. Прям такие, знаете, добрые, правдивые, настоящие слова. И когда вот, ну, я там в рейсе Новый год, не с семьей, и прям вот это вот, так сказать, стишочек мужик зачитал, ну, назовем его так. Вот.
Блин, мне очень он понравился. Я прям в ответ написал спасибо. И таким же ребятам, своим коллегам, дальнобойщикам его отправил. Потому что тоже половина из них были в дороге. Пускай как бы их подбодрило. Ну, надеюсь, подбодрило, так сказать, немножко. Вот. Ладно, мы шагаем. А вы немножко смотрите Култук. Ну да, красавец Байкал. Ранним утром. Облака, туман. Красиво. Там Семен едет. Ну все. Выходим, так сказать, на финишную прямую. Один участок мы преодолели. Ладно, шагаем дальше. Ну вот такое вот покрытие на Култуке. Где-то проскальзывает. Опа, что это у нас такое здесь? Что-то такое. Какая-то машинка, наверное, сломалась, перегружали. Дафиг, что-то не залез. Ну, где-то местами проскальзывает, подбуксовывает. Вот, ну, в общем, как бы вот нормально. Не сказать прям, что сухой асфальт, но ехать можно. И обратите внимание, сколько здесь снега, ребят. Здесь не знаешь, что у нас то камера работает, нет? Да вроде как бы нет. Можно отпуститься и полететь. Да. И как бы вот, ну, снега навалило много, прям видно то, что и деревья вот все, там вот особенно сосны, елки, они, так сказать, на своих ветках лежит. У них на своих ветках лежит много снега. И этот так по обочине. Ну, асфальт уже укатали, наверное, залили. Это просто сейчас подмерз, минус 20 здесь. Как бы вся эта жижа сама подмерзла. Семенов вперед пропустил. Он что-то у него там 11, что ли, 11 тонн, по-моему, говорил. Что по вине его не держать. Я говорю, давай обходи, там возможность была, он обошел. Ну вот так вот как бы повезло в этот раз с Култуком. То есть он спокойно, можно его идти и шагать. Машин мало. Тем более мы еще пораньше немножко выехали, как бы, чтобы их не было, не толкалось. И штука тоже проснулись. Штоки я собрал, блин, впереди выходит 3 трала. Один вез асфальт, который пилит, вот такую установку. Другой еще что-то, и третий еще что-то. Помнишь, какие-то тоже конструкции. Они ушли, мы пошли позавтракали, чтобы они подальше ушли, потому что в любом случае они тяжелые, подниматься тяжело будут, чтобы не упираться в них. Пустили их вперед, подождали, пока они уедут. Ну, конечно, красиво здесь, красиво. А вон они висят, блин. Там машинка висит, кричи по рации. Ребят, на Иркутск придержите, пожалуйста. Нифига, они не разъехались, что ли? Ну они не разъехались, походу. Нажимай. Ё-моё.
Подъем самый встал. Буксует, буксует. Так, немножко обочинку надо цепануть, чтобы пошла посерьезней. Вот так вот и бывает. Ну что, мы от Иркутска пробежали, вот уже до Красноярский край проехали, заехали. Поселок Нижний Ингаш, стали на переезде. Морозы 28, 30, 35, блин. Паровозик идет, электровозик. Туда контейнеры сейчас проехал полный. Вагонов, наверное, 30-40. Обратно пустые контейнеры. Китай работает, молодцы. Вон, логотипы все китайские какие-то непонятные. GCL какой-то. Раньше их не видела, такие контейнеры. Вот, торопится. Быстрее надо. Тарабыгабан. Морозы дают о себе знать. Сейчас он тоже по рации ездим. Вот как раз с ним разговариваем. Сзади коллега его идет тоже. Вот. Тоже у них какой-то парнишка сзади идет. Вообще, говорит, там 38, говорит, 40 давит. Ну. Я говорю, блин, на ходке грузился, плюс 5 было. Сейчас, блин, все хуже, хуже и хуже. Так, всю дорогу морозы уже прям достали они, честное слово. Дубачелло. Трансконтейнер. Дел групп какой-то. Дело групп. Контейнеры одни за одним. Интересно, что туда везут в сторону Владивостока, Китая? Оттуда-то ладно, понятно, всякие шмотки, электронику какие-то. Знаешь, у меня, наверное, почему так подал. Технику, а туда что везут, мне интересно всегда. Недавно ужина. Заколебал-то выливать. На метеорологическую станцию. Зарплата 20 тысяч, но по ощущениям 60. Ну вот она, Канская объездная. И опять мы встаем на переезде. Все переезды собрали, он как парнишка сзади кричит на машине. Все. Начиная Ингаша и кончая здесь. Дальше, по-моему, не будет переездов никаких. Он один пошел, там он второй еще идет. Так что все весело. Не перекатывает, он сейчас стрелки поменял, сейчас назад пойдет. Этот он здесь стрелки меняет. Благо хоть сейчас Канскую объездную немножко сделали, заасфальтировали. Здесь раньше кошмар, что было бы, особенно переезд проезжать, вот так вот, блин. Так и думаю, не дай бог что-нибудь оторвешь, блин, переживаешь за это. Все, поехали. Сейчас тоже поедет. Все, давайте, включайте. Проезд, поехали. Вроде больше никого нету.
К3 Kia тоже неплохая. У нас их нету, блин. А у них нету Kia Ceed. Вот я обратил внимание. Где-то я смотрел на сайте, искал Kia Ceed. Ну, мне нравится она, именно хэтчбэк. Вот. Ну, я так и не нашел, потому что в Корее их нет. У них есть вот подобие К3. Сейчас еще чуть-чуть и кончится асфальт совсем. Песик лежит так незаметно, белый на белом. И да ладно, холодно же было. Он лежит. Самое интересное сейчас кончится. Я говорю, пол объездной закатали в асфальт, половины нет. Сейчас едешь такой, кайфуешь, и резко нет асфальта. Я даже в каком-то ролике показывал, там кто-то тоже летел, блин, наверное, увидел, что асфальт кончается по тормозам, а его таскать начало, ему в кувет так джин, припарковался. Что еще некоторые как сумасшедшие летают, как будто последний день. Или вышел из дома там, нажал кнопку сохраниться. И все. Я помню первый раз, когда я здесь поехал, шишки торчат такие, ну, сантиметров 7, блин. И едешь по ней 10-20, дык-дык-дык-дык. Вся ходовка разрабатывается прям махом, блин. Сейчас более-менее хоть там как-то грейдер пускают или что-то. Таких шишек уже нету, блин. Вот кто не знает, здесь летит, разгоняется, скажет: о, нормальная дорожка. И все, а вот здесь вот за поворотиком раз и кончилась она. А он, получается, как шел, и туда он в елке ушел, он еще даже кора содрана. Сюда в роли лесоруба, короче, положил это. Все, кончилась хорошая дорожка. Вольво, ты в канале? Сейчас надо разгоняться. Да, в канале. Коллега, не видно там еще у меня мешки не болтаются около легковушки. Нет, коллега, жестко стоит, все нормально вроде бы. Ладно, шагаем дальше. Ну вот мы подбираемся к Красноярску. Вот такие заснеженные елочки стоят. Я прям просто решил вам заснять, показать. Лес такой прям зимний-зимний, красивый. Погода вроде тут потеплела. Минус 16 в данный момент, но что-то по радио слышал то, что говорили в Красноярске минус 10. Но сейчас нам еще как бы, ну, подбираться. Я думаю, подъедем поближе, может, к городу потеплеет. Вот, ну, просто красота. Вот, блин,
в такую погоду, только мне кажется, на снежике куда-то на природу выезжать, на снежиках кататься, я не знаю, просто какой-нибудь там пикничок устроить прям на природе, пожарить мясо в таком заснеженном лесу, пофотографироваться, побеситься, поваляться, так сказать, ну, провести время. Говорят, авария у нас в полосе. Короче, провести время с, так сказать, с друзьями, с семьей. Ну, наверное, так и сделаем, когда приедем. Так, наверное, и сделаем. Что здесь случилось? Размотались. Как-то так. Самосвальчик и джипик. Охренеть, еще приора там что-то. Или самосвальчик просто. Да нет уж, наверное, не просто. Самосвала крыло оторвано там сзади. Весело, короче. А точнее, не до веселья, ребят. Любая авария — это печально. Не дай бог никому. Если еще потяжелое, это вообще... Ладно, давайте не будем о грустном. Просто посмотрите, какая природа Красноярского края. Не торопимся. Коллега, не торопись, а там авария впереди. Ну, минус 15 уже, теплеет. Вот это самая беспонтовая погода такая, вот, если на шипах. Вроде какая-то корочка, и шипы по асфальту уже еще хуже, как по стеклу. Летят, больно не тормозят. Шипы нужны только, грубо сказать, тронуться с места. И немножко они там держат, когда ты по снегу приостанавливаешься на льду. А по железу, по асфальту еще хуже летит. Ну, это лично мое мнение. Да. Так что тут у каждого свое. Сейчас где-то здесь кафе такое должно быть интересное. Кафе-то само по себе, ну, не знаю, я заходил туда, покушал, что-то, ну, не понравилось мне, не аппетитно как-то так, все, не знаю, скудненько как-то. А вот сама атмосфера в кафе и, так сказать, ремонт, дизайн и снаружи кафе прям мне понравилось. Сейчас доедем. Ну, как бы заезжать не будем, потому что нам это не с руки будет. Вот. А так вам визуально покажу. Как-нибудь обратно поедем, тогда заеду, покажу, поснимаю уже все более интересно. Оно видно, что когда-то в какой-то момент расцветало, там все это прям так, ну, красиво все кто-то делал, это. А сейчас, наверное, ну, может быть, хозяин сменился, может быть, так сказать, ушел хозяин. И что осталось, так сказать, осталось остатки былой роскоши, так назовем. То есть уже как есть, так и есть, никто за этим не следит, не смотрит, ничего. Ребята, не торопитесь, там авария у вас впереди. Предупрежден, значит вооружен. Так, по-моему, вот здесь, на этом спуске, где-то в конце спуска должно быть это кафе. Могу ошибаться.
и пушечки. Нет, ошибаюсь. Ну ладно, сейчас, ребят, доедем, я вам включу, покажу. Ну вот, подбираемся мы к этому кафе. Ну да, торопиться же надо, блин. А то не успеют разделительные. Сейчас спустимся вот на этом пригорке как раз перед Платоновской рамкой. Вот, обратите внимание, с левой стороны вот заправочка и там как бы кафе. Что-то его вообще разобрали, что ли, не знаю. Или расширяется, наоборот, какое-то здание еще строят. Ну не суть, мы сейчас посмотрим, покажу я вам. Тут вот, короче, персонажи сказок русских. Три богатыря. Там вот. Потом на дудочке мальчик играет, который. Короче, такие. По-моему, там где-то этот есть. На печке, если не ошибаюсь. Иван Дурачок, что как там. Так что как-нибудь будем сюда ехать. Заеду, засниму побольше всех этих сказочных персонажей. Ну ладно, мы пока катимся. Вот такой вот туманчик нас встречает в Красноярске. Это еще более-менее, там вот над рекой проезжал я, где мост. Вообще ничего не видать. Медленно прокрался, раз более-менее что-то появилось. Обманули. Сказали, что-то там 10 градусов. А здесь 19, а сейчас вот 17 опустилось. Может какой-то типа ложбинка получается, может быть. Поэтому холодно. Мы сейчас с города поднимемся. В Красноярску будет теплее. То есть как раз такой затяжной подъем. Я помню, здесь на Серебристой Вольве тоже не дотянул до Газпрома. Буквально тут остается километр 3, может. Вроде должно было хватить, должно. В гору поехал. Остатки перелились. И все, я посередине горы встал. Ездили, набирал. Не, мы с Лехой были как раз, да, у Лехи были еще топливо. Мы вот у него слили что-то 40 литров, что ли, 60 двадцатками. И прокачал я, завелся, да, хватило, ну, доехал уже до этого. До заправки Газпром. И также минус 18. Он туда-сюда скачет, прыгает. Хоп, такой развернулся, блин. Нормально. Островочек. Можно сказать, сплошняк. Все, вот и туманчик кончился, в город поднялись. Что-то меня рубит, ребята, извиняюсь, но меня рубит что-то, кого-то спать охота, что ли, не такое состояние. Или я до такой степени вот уже устал, блин, просто уже состояние не состояние. До обеда еще как-то более-менее, после обеда все, и желания нет ехать, и уже настроения никакого. Все такая вялость, блин. Сейчас чуть-чуть потерпеть надо, доеду. В Екатеринбурге разгружусь. В Ижевске маленькую скину. И все, и домой. В сторону дома машину ставлю на мойку. Помою, дай бог, все нормально загоню.
поставлю и домой отдыхать на месяц, так сказать, себе устрою отпуск. Неплановый. Так, женщину посмотрела, блин. Ну, буксует еще, подбуксовывает. На байке, говорю, женщина так посмотрела, я считаю, аварийку объезжал, они там, ай-яй-яй. А они летели так, сломя голову. Но не тут-то было. Под экскаватор-то нормально не залезет. Ладно, шагаем дальше. Надо сегодня до Канска дойти. Там в Канске магазинчик есть, автосвет. Туда заехать, фонарь посмотреть. Да уже, блин, сколько останавливался, но нет похожих. Прям то диодные там середина, то треугольник какой-то, какие-то вообще. Я говорю, они есть вообще такие? Да, есть. Я говорю, ну да, я знаю, что есть у меня это. Я имею в виду, производство там не сняли, ничего, их продажи-то они есть. Но мы, говорит, не заказываем, они такие простенькие. Просто сейчас же все, говорит, на диодные переключились, всем надо диодные. И вот поэтому, говорит, как-то заказываем диодные. Я говорю, ну понятно. Вот и Газпром моя, на которой я заправлялся, до которой я дотянул. Ну я уже потом не до нее дотянул, а дальше чуть-чуть, там еще, может, километров через 5, около регион 24, на той заправочке я спокойно заправился, мне уже хватило, как бы. Что, я говорю, мы что-то 40 литров, что ли, 60 залили. Ну а в планах-то было до этой заправочки дотянуть, но в горку все не получилось. Ладно, все, шагаем. Дай бог нормально до Ачинска. Там заедем. Я говорю, в автосвет. А я оговорился, нет, я сказал, Канск, да, или Ачинск. Что-то я говорю уже это. Что-то меня подтормаживаю немножко, немножко это. Надо взбодриться, чтобы кофейкон на Газпром заехать взять. Все, добежали мы до Ачинска. Начало, так сказать, Ачинска. Сейчас спускаться будем, ну, как бы прямо в город, а мы по объездной его с левой стороны будем ходить. Уже вечереет. Вот, кстати, аэропорт. Самолетики старенькие вон стоят, кукурузники. А это какой-то уже этот Як, что ли, как они там назывались-то. Вот такой, наверное, старый аэропорт, потому что уже, ну, не летают явно эти самолетики. Короче, такая будет вам мини-экскурсия по городу Ачинску. Смотрите. Ну, мы не по городу пойдем. По объездной сейчас. Здесь обычно гаишники стоят. Они и стоят. Основан в 1683 году. Представляете? Я даже и не думал, что он такой прям взрослый, старый, как-то я не знаю правильно назвать-то. Стоят. Да, потому что с выезда кто выскакивает, сразу не видать. Они здесь уже хоп-хоп-хоп хлопают. Кто без ремня там или как. Ситрак. Блок везет. Как противовес, наверное, положили. Я не знаю. Вроде он новый. Потому что запаска вот новая лежит. А нет, он уже не новый. Как бы уже бывалый. Там. Автономку, смотрю, другую поставили.
бачок, как у меня висит. Рацию сюда вывели, новую они. Такого ничего нет, у них своя остановка какая-то. Просто куда-то, может, за прицепом поехал. Поэтому блок положили, чтобы не буксовал. Что у него седло? Ну, подтрал высокий, там у него седло на уровне с блока, обратите внимание, стоит прям, если вам видно. Проставка такая большая, прям большая. Запаска, проставка, седло, бочка стоит какая-то, блок. Прям загрузили, называется. Все, что-то долгий слишком светофорчик. Очень слишком. Да, хорошо, на голове раз чпок нажал и полетел. С хвостом-то куда, так сказать, посложнее. Пока разгонится, покачиваю. Ладно, короче, смотрите, ребят. Так сказать, немножко в ускоренном режиме сделаем Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Ну вот мы подъезжаем, так сказать, уже к выезду Ачинска. Ну, здесь, наверное, самая такая жизнь. Тут и кафе, и хозтовар магазин, и как раз вот, говорю, этот стояночка, там на ней автосвет магазин. Короче, нам надо сейчас туда будет забежать. Я говорю, фонарь надо посмотреть левый. Потому что где я не смотрел, то они не того цвета, то ли что-то не подходит, короче, они. А я как слепой котенок вот так вот ездию. И сзади, получается, ничего у меня не работает. Фонаря, потому что полностью нету. Очень дискомфортно, ребят, честно. Либо обогнать, либо что, ну, да даже элементарно показать там, что кто-то, ну, не успевает.
уже печально ездить без левого фонаря. Ну ладно, хоть правый есть, когда на стоянку заезжаешь, более-менее, так сказать, не догонит тебя кто-то. Потому что видит уже то, что поворачиваешь. Вот это магазинчик Автосвет. Сейчас мы пойдем посмотрим, насколько там. Так, объедем, наверное, сразу, потому что тут что-то все забито. Как-то. Пекарня, всегда свежий хлеб и выпечка. Чайхана, восточноевропейская кухня. Здесь вот рядом с Делкой припаркуемся. Какой жаркий дядя. Хотя что не жарким-то быть. На улице минус 6, не 25. Ладно, сейчас вот сюда сходим, посмотрим, есть, нету. Так, надо этот фонарь хотя бы сфотографировать, а то они все просят, покажи, какой был. Я говорю, вот так помню. Так вот лучше сфотографируем. Чик. Заколебал это. Ширитель прыгивает уже. Самое интересное, пипка, которая его фиксирует, сломалась. Точнее, ну вот, которая держит его. А которая фиксирует, осталась там. И то есть он полностью не выпрыгивает, а вылезает чуть-чуть. Только. Либо совсем не вылезал, либо вылез уж, чтобы снять его, открутить нахер. Тут выбор должен, точнее поболее, тут должен, наверное, быть уже этот фонарик. Я говорю, вот они есть похожие, только здесь треугольник. Вот здесь, например, боковой габарит. Что-то своего я пока не вижу. Да. Это уже тягачи. Эти тоже, по-моему, Volvo Газон Next. Ничего себе. И все, что тоже не то. Тут это уже жигулевское все. Совсем не то. Хоть мазовские бери, лучше 2 штуки за эту цену и переделывать им полностью. Да. Сейчас, ладно, ребята, я узнаю у девушки, может, на складе где-нибудь есть подобное, что-нибудь похожее. Ну нет, это не то, я говорю, они вот какие-то не такие. Так как бы выбор, тут много чего есть. Трещотки, накрыли застежки, пожалуйста. Вот что мне надо. 2 штуки мне порвались, надо сейчас будет купить, поменять. Точнее, не порвались у меня крючок отломило, я вам показывал уже. Вот сейчас эти ремкомплект надо будет поменять, сделать. Здравствуйте.
Сейчас спросим пока. Все, взял 2 этих конца, даже растерялся. Девушка такая: продиктуйте мне код. Я ей продиктовал. Ну, в кассе прихожу, мне переспрашивает: сколько концов? А, как там так спросила? Вот, а меня отломила. Просто вот и все. Что-то как она сказала-то, блин? Типа, конец какой? Жесткий? Я же растерялся, думаю. Я говорю, ну да, с лямками этими. Вот она вынесла мне, дала. Они, получается, вот сюда перемотаем мы потом. И все. Вот они так, хоп, под конец отломились. Вот здесь машинку держали и отломились. Все, ладно, дальше погнали. Какая-то засада, если честно, с этими фонарями. Я прям говорю, уже несколько магазинов захожу, но нет, и все. Они похожие есть, а именно такого нету. Вот моечка, здесь супер отлично моет. Ой-ой. Но нам смысла мыться нету, там все тает, все течет. Так что будем терпеть до дома. Ладненько, ребят, все, шагаем мы дальше. На выходе с Ачинска. Постараемся сегодня добежать, может быть, до Кемерово, но не факт. Короче, по состоянию посмотрим. Киргизы тащат машинки скорее. Бэхки. Что у нас? X3, что ли? X какой-то. X3, да? Нет, X6 такой. Что-то какой-то слишком маленький, какой-то зализанный весь. Нового образца. Спасибо. Ну что, друзья, доброе утро. Вчера прошел, считаю, Ачинск. Созвонился тут. Ну, точнее, списался с Семеном, он впереди шагает. Ну и что-то так разговорились. Я говорю, что там, как погода? Он говорит, да вот, говорит, типа дошел до границы, с Кемерово вышел, там, говорит, на горках, говорит, метет. Вот. Кемерово вроде чисто пока, говорит. Спокойно, говорит, ничего не метет. Вот. Но сюда, говорит, ближе к Новосибирску подхожу, говорит, что-то прямо это, не дуром, заметает. Я говорю, понятно. Ну, дорога покрытие как? Ну, пока, говорит, нормально, не буксует, ничего, где-то местами, если там, ну, буксанет, а так, говорит, все хорошо. Просто, говорит, завихрение там отгонять тяжело. Вот. То есть, говорит, снежная такая пурга, говорит, за машиной идет. Ну и что-то я посидел, подумал. Надо, думаю, Кемеровские горки пройти, если начало мести. Я хотел в Мариинске стать, но это где-то километров 150-200 до Кемерово. Вот. Думаю, надо, ну, переночевать и спокойно поутру идти. А тут то, что Семен сказал, то, что метет там. И коллеги все навстречу едут, все облицовки заснеженные. И коллеги едут, все облицовки заснеженные, как бы. Вот. Думаю, нет, надо Кемеровские горки пройти. Ладно. Все, поехали, Кемеровские горки прошли. Все нормально. В Кемерово заехали, там
на выезде. Заправочка Татнефть родная есть. Заехал туда, заправил полные баки, все, выезжать, что-то смотрю, снежок еще больше пошел. А в Кемерово по горкам как раз у меня его не было. В конце уже, так сказать, ближе к Кемерову что-то начался, но еще терпимо. Гаишников тоже тьма. Все по зеленой проехал. Вот, прям я насчитал 4 экипажа, получается. Ну, если отсюда смотреть в сторону Красноярска, на выезде из Кемерово уже 4 экипажа было. Ну и все прошел, заправился, говорю, выезжать, что-то снег все больше и больше. Думаю, блин, надо добежать до границы, ну потому что от Кемерово до границы с Новосибирской, так сказать, никакой стоянки, ничего нету. То есть стоять тупо на обочине там под фонарями, ну я не люблю, я лучше чуть-чуть потерплю и доеду спокойно. Как бы, ну его нахер. Тем более полные баки залил сейчас, и вставать под фонарем, а потом просыпаться и так без запасов, без топлива, ну не вариант. Ну и все, как бы прошагал. Вот сейчас на границу доехал Новосибирской, переночевал здесь. Сейчас вон чаек попьем и будем выдвигаться. А снежочек так и идет вон. Нет, сейчас немножко прям прекратился вроде бы. Воздуха, говорит, маловато. Вот он как раз впереди Стелла, туда вот Кемерово, Новосибирская область началась. Здесь уже в Новосибирской области мы. Как раз развязка на Томск, Кемерово и Новосибирск. Да, вот Новосибирск. Вот такое вот кафе, там вот впереди Газпром. Сейчас же вам 4К было, лучше почистим. Песики ходят. Да, песик? Вот. Ну как бы снежочек вот по машине видно. Сейчас пойдем обходить немножко, обойдем. Вот все машины заснеженные такие вот. Так что, блин, это весело. Сейчас впереди там будет снегопады. Везде и Тюменскую область завалило, и Курганскую. И нам как раз в этот пик мы попадем. Ладно, надо машину обойти. Так вот, чаечек сейчас заварганим, с печенюшками попьем и в дорогу нальем себе. Вот. Сейчас, ребят, я оденусь, машину надо обойти, проверить все колесики. Я вчера приехал, не то состояние у меня было, чтобы проверять колеса. Что-то я перекусил, зашел в кафе. И все, и спать. Уже на больше меня не хватило, короче. Ну что, блин, считай, перед Красноярском были. 3 области проехали. Фонарик хочет умереть. Вот. Его. Какой-то где-то контакт аппараты. Ладно. Вот. Короче, не хотит он работать, будет нормально. Ой-ой-ой. Все нормально вроде. С одним фонарем. Мигалочку хотя бы почистим. Оно их закидает. Как достал меня этот уширитель уже. Там вот такой язычок отломился, то есть который фиксирует его. Он сейчас его не фиксирует. А последний там, как бы стопор, он ему не дает вылететь. А чтобы его открутить, это вот надо туда под бампер залезть, блин.
весь извозишься, перепачкаешься. Еще не факт, что открутишь. Сейчас опять налепит все. Ладно, не будем стряхивать. О, блин, хоть брызговики выпрямились, ребят. Вообще, что же вам это? Ну да, болтик как рвало. Надо сейчас будет найти что-то прикрепить, иначе мы потеряем. Сейчас перчатки возьму. Ладно, ребят, нужно вот чай попить, потом уже будем делать. Короче, посмотрел я брызговик. Он уже, оказывается, лопнул там, ну, где должен укрепиться. Уже отломилось на морозе, наверное. Открутил я его. Не знаю, посмотрим, приедем. Может быть, совсем выкинуть, может, что-то можно будет сделать. И, по крайней мере, сейчас я не стал возиться, там все грязи вот в этой, как каша, вот этой жижи, блин. Открутил его на трал, бросил. Ну, там, по-моему, ничего не сделаешь уже, короче, с ним. Ладно, хер с ним. Не судьба, значит. Все. Без брызговиков, значит, будем. Надо будет что-то смотреть где-то, может, такой же найти и купить один, чтобы на запас был. Там у них лево-право без разницы. Немножко подбуксовывает. Все, вот Новосибирск 150. Ох, буксует. Потихонечку будем ехать. Новосибирск 151 километр. Сейчас дойдем до Новосибирска. Заедем напоследок, так сказать, покушаем бозы там в базоварне. И все, и пошагаем до Омска. Сегодня в планах, наверное, дойти у нас до Омска. Переночевать. Завтра до Кургана. Переночевать. И уже с Кургана на Екатеринбург. Так сказать, до финишной прямой. Еще не знаю только, кто-то у нас будет 7 числа там ждать или нет. Ну ладно, мы, значит, как-то не будем торопиться, потихонечку поедем, чтобы 7 вечером, грубо сказать, приехать, переночевать, 8 выгрузиться в Ижевск, выкинуть маленькую и домой. Ладно, смотрите дальше. Что-то случилось, ребят. Пробочка образовывается какая-то. Микроавтобус улетел. Летчики, космолетчики хуярят, блядь. Да, точно. Беги направо на стоянку будут заходить. Летчики, космолетчики летают. Не то что, как он выразился. Ну правда, смотрите, вот просто чуть-чуть обороты добавляю. Все, она буксует. Она не едет, она буксует. Тут надо крастись, так сказать,
Сантиметр за сантиметр, потихонечку. Нет. Еще обгонять умудряются, что-то как-то. Давай, пока никого нету, потихонечку обгоняй. А это в лоб вылезают, блин. По двора это подрезают, блин. Ладно. Все, Новосибирск. Нордмол. Магнит. Трактор снег чистит. Короче, тут метет хорошо, прям, ну вот, прям здраво. Ты еще как бы сейчас вот более-менее к городу подъезжаешь, не так сильно. На трассе прям вот, где большая машина идет, все, ее не видать уже. Потихонечку едем. 60, 70, 50. 60, 70, 50. Ну, благо, слава богу. Ой, извиняюсь. Слава богу, пока никаких аварий, ничего нету. Все спокойно, адекватно как бы едут. Да, есть там индивидуумы, носятся. Но большинство все адекватно едут. Вот, кстати, ребят, пельмена открылась хорошая. Ну, она уже давно открылась. Я как-то заезжал уже туда. Но это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. МАЗ еле выворачивает, скользко. И тормозит, повернуть хотел, и это. Ну, вырулил вроде, да. Вот она это. Пельменная. Что-то одни дылки стоят. И базу, что ли, здесь открыли, как перевалочную. Или типа логиста. Ну, не логиста, а офиса какой-то. Куда там документы сдают или еще что-то. Очень скользковато. На улице минус 5. Это снег свежий. Хоть бы немножко какие-то перекресточки, вот эти поворотики, КДМки посыпали бы. Чтобы не такой жути не было бы. Тетенька стоит, автобус ждет. Давай, давай, выезжай уже. Сейчас поворачивать, а ты тут тележишься. Все, выходим на объездную. Блин, школьница идет, наверное, откуда-нибудь с этих домов, куда-нибудь там, я не знаю, магазин, что-нибудь продукты, ну, за продуктами или что. Там, считаю, все заметено, приходится вдоль дороги. Жалко мне ее. Все, выезжаем на объездную. Надо сейчас добежать до базоварни, пообедать. И дальше шагать будем. Еду по объездной, все. Снег не прекращается. Впереди 4 КамАЗика, зерновозика. Мы как бы, так сказать, 80 идем. Ну, я не обгоняю, потому что сейчас уже заезжать хочу, покушать, заехать. Так что смысла нет обгонять, пускай катится. Тоже ветер все снежный такой, все дует и дует, снег идет. Всех смотришь, уже такие облицовки заснеженные. Про задние части вообще я молчу, тоже заснеженные. Вот КамАЗ идет впереди, у него, если вам видно, сейчас почищу немножко, дворники уже залипли. Даже фонарей не видать. Где, что, ну я представляю, у меня, наверное, точно такая же история, потому что у всех, начиная от передних колес и кончая задних крыльев, все заснежено, ну, заднего бампера, так сказать, заднего отбойника, все заснежено. Че, снег идет, как бы не прекращая, он еще дует, еще где-то едешь так. В лесочек заезжаешь более-менее,
А на ровный выезжаешь, машина так жуж, сразу так калашнулась. Ветер боковой какой-нибудь и ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Аккуратнее надо. Скользковато. Складывать начинает. Где вот вроде должна вот здесь уже быть моя стояночка, на которой я хочу заехать. А что-то все еду в этом белом блике, ничего не видать. Интересно, докуда такая погода? Ну, скорее всего, там мне подписчик писал, и в Кургане у них метет. Чувствую, весь тот край заметает. Тюмени, Курган и Челябинск, и домой звонил тоже, как бы снежочек валит. Только у нас он какой-то половины с дождем был, потом раз нормальный пошел. Короче, везде весело, зима прям дает жару. Прям не дуром дает жару. Все, КамАЗик потерялся. Видите, говорит, КамАЗа? Нет, и я его не вижу. Он есть. Новосибирск направо. Ну все, значит, вот здесь уже сейчас будет наша кафешка. Сейчас заедем. Авторазбор. Плакатик стоит. Европейских грузовиков. Вот это перестроение я терпеть не могу, блин. Сейчас мне нужно направо. Тут справа выезжает, как бы. И мне нужно направо. Лишь бы кто-нибудь не залез. Все нормально перестроились. Трамплинчик на Лукойле, надо ехать его спокойно. Работает кафе, свет вроде горит. Опа. Опа. Кочки неровности. Чё, как вставать-то? Что-то все поперек встали, ребята. Ты уезжаешь, шеф? Да. Давай. А то что-то все поперек встали, куда вставать непонятно. Хераси, он укутался. И бак, и задние часть. Все, смотрите, просто. Зачем это надо? Чтобы крыльев нет, он говно все не летело на этот. Весело, короче. Просто, говорю, все укутано. Потому что контейнеровоз, наверное, поэтому. Это зачем так укутался, чтобы говно все не летело с колес? Это укутался так. На север ездил,
Нет, ну она же просто, я так понимаю, целлофановая, не целлофановая, это тент. Это тент, там тепло, блядь. А, Давай температура, блядь. все Я понятно. прошлый год ездил, блядь. На тягаче воздух перемерзал, понял? Сейчас нихуя, блядь. Сейчас заебись, блядь. Офигенно, блядь. Все ясно. Офигенно, блядь. Ладно, давай трогай, я заламываться буду туда. Офигенно. Все будет офигенно. Сейчас сюда заломаемся, чтобы никому не мешать. Ой-ой-ой. Вот снежочек, блин, аж здесь, не говоря уж про все остальное. Так, что, закрываем. Пойдем. Здесь какая-то большая сосулька висела, походу где-то упала на второй кочке. А потом стоянку буду чистить. Кошмар, кошмар. Иди. Одуреть. Ладно, хоть фонарь отогревается еще. Нет, диодный не греет ни черта. Тидин. Одуреть. Здесь прямо вообще вон шуба растет, шубы. Ну все, ребят, на этой ноте мы, наверное, закончим видео снимать. Пойдем перекусим, так сказать, и будем выдвигаться дальше в сторону ЕКБ. Ну все, всем спасибо, кто посмотрел. Надеюсь, такое видео зайдет. Всем пока. Давайте, всех обнял. Удачи.